Добрый день, друзья! Меня зовут Неля. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовим очень вкусный домашний торт – эскимо. Вкус у этого торта мега шоколадный, он просто тает во рту. И еще этот десерт настолько легкий в приготовлении, что с ним справится даже начинающая хозяйка. Тортик получается очень мягкий, нежный, с насыщенным шоколадным вкусом. Для бисквита нам понадобятся яйца, сахар, вода, мука, разрыхлитель, какао. Для крема яйца, сахар, сгущенка, ваниль, крахмал, молоко, сливочное масло. Для пропитки вода и сгущенное молоко. Для глазури какао, сахар, сметана и сливочное масло. Первым делом приготовим бисквит. Для этого отделяем желтки от белков. Работать я буду с ручным миксером, поэтому в первую очередь забью желтки с сахаром. Добавляю половину от указанного количества и взбиваю сначала на низких оборотах миксера, затем постепенно добавляю. Желтки должны быть ванильного цвета и в 2-3 раза увеличиться в объеме. Сахар до конца не растворяется, это нормально. К желткам добавляем 100 мл воды. Перемешиваем и убираем пока в сторону. К белкам добавляем щепотку соли, слегка взбиваем миксером и постепенно вводим оставшийся сахар. Взбиваем до крепких пиков. Вводим небольшими порциями желтковую массу. Аккуратно перемешиваем. Теперь постепенно вводим просеянную муку, какао и разрыхлитель. Перемешиваем лопаткой снизу вверх, стараясь разбивать мучные комочки. Тесто готово. Форму застилаем пергаментной бумагой, отправляем тесто в форму. У меня диаметр 22 сантиметра. Выпекаем в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов, примерно полчаса. Готовность бисквита проверяем зубочисткой. Пока выпекается корж, можно приготовить крем. Берите посуду с толстым дном, у меня сотейник. Отправляем туда сахар, яйца, ваниль, сгущенное молоко и 3 столовые ложки кукурузного крахмала. Его можно заменить на картофельный, либо на муку. Перемешиваем до однородного состояния. Ставим на маленький огонь. Тонкой струей вливаем молоко и тщательно перемешиваем. Варим на маленьком огне, постоянно помешивая до загустения. Вот такой структурой получился крем. Перекладываю его в маленькую мисочку и накрываю пищевой пленкой в контакт, так, чтобы пленка легла прямо на его поверхность. Это делается для того, чтобы не образовывалась корочка при остывании крема. В таком виде оставляем заварной крем охлаждаться при комнатной температуре. Остывший корж вынимаем из формы и разрезаем пополам. Я чуть срезала верхушку.
Посмотрите, какие мягкие, пористые коржи получились. Мягкое сливочное масло взбиваем миксером. Оно должно увеличиться в объеме и побелеть. Взбиваем 3-4 минуты. Теперь ложка за ложкой добавляем в масло остывший заварной крем. Взбиваем до однородной массы. Крем получился плотный и очень вкусный. Делаем пропитку. Смешиваем кипяченую остывшую воду со сгущенным молоком, тщательно перемешиваем. Формируем торт. Выкладываем один корж на блюдо. Я буду формировать тортик в кольце, так он получится ровнее. Бока застилаю пергаментной бумагой, чтобы легче было вынимать уже готовый торт. Хорошо пропитываем верхнюю часть бисквита. Выкладываем весь крем на пропитанный корж. Равномерно распределяем. Сверху накрыть вторым коржом. Плотно прижимаем его руками и также хорошенько пропитываем. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 2-3 часа. У меня стоял целую ночь. Приготовим глазурь. В сотейник добавляем сахар, сметану, сливочное масло, какао и ставим на средний огонь. Тщательно перемешиваем до однородности. Масло должно полностью растаять. Когда масса стала однородной, убираем с огня и немного остужаем. Вынимаем торт из формы. Поливаем глазурью. Бока также смазываем. Аккуратно равняем. Верхушку торта можно ничем не украшать. Но я решила добавить полосы, растопила черный шоколад в микроволновой печи и полила сверху такими вот кругами. Тортик готов, смотрится очень аппетитно. Давайте посмотрим, какой он получился в разрезе. Торт получился очень вкусным, имеет насыщенный шоколадный вкус, очень нежный и воздушный. Самое приятное, что готовится он довольно просто, а смотрится очень аппетитно. Красивый морковный торт с апельсиновой ноткой. Хочу сразу сказать, что морковь в этом десерте совсем не ощущается, а лишь дает красивый насыщенный цвет коржам. Торт получается очень нежным, влажным и сказочно вкусным. Для приготовления коржей нам понадобится морковь, яйца, сахарная пудра, растительное масло, мука, разрыхлитель, соль, сода, курага. Для крема творожная масса, сахарная пудра, сливки, маскарпоне, апельсиновая цедра. Соединяем все сухие ингредиенты. Тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Морковь натираем на мелкую терку. Выбирать лучше сочную и сладкую. Отжимать ее не нужно. Курагу нарезаем небольшим кубиком. Можно и без нее,
но так вкуснее. Она придает легкую кислинку торту. К сахарной пудре добавляем 2 яйца и взбиваем до пышной пены. Конечно, пудру можно заменить на сахар, но тогда процесс взбивания будет более длительный. Тонкой струйкой вводим растительное масло и продолжаем взбивать. Добавляем натертую морковь, тщательно перемешиваем. Постепенно вводим сухие ингредиенты и снова тщательно вымешиваем. Тесто получается как густая сметана. Добавляем к нему измельченную курагу. Стандартный противень размером 30 на 40 см застилаем пергаментной бумагой и делаем из бумаги бортики. У меня пергамент короткий, поэтому использовала 2 листа. Выливаем тесто и распределяем ровным слоем. Я хочу подавать этот десерт нарезными пирожными, поэтому выпекаю одним большим коржом и потом нарезаю. Если вы хотите круглый тортик, тогда разделите тесто на 3 части и выпекайте в круглой форме по очереди. Выпекаем в заранее разогретой духовке при температуре 170 градусов, приблизительно 35-40 минут. Время выпечки зависит от вашей духовки. Готовый корж проверяем деревянной шпажкой. Корж получается упругим и не сильно пышным. Даем полностью остыть и вынимаем из формы. Подравнивая с каждой стороны примерно по 1 сантиметру. Корж делю на 3 равные части, каждая из которой получилась шириной 11 см. Такие коржи можно хранить до 3 дней в холодильнике, предварительно сложив стопкой и укутав пищевой пленкой. С апельсина снимаем цедру и выдавливаем сок. Он нам понадобится для пропитки коржей. Приготовим крем. В миске смешиваем все ингредиенты. Они должны быть холодными. Творожную массу я использую 5%. Если вы захотите использовать домашний творог, пропустите его через сито или пробейте блендером. Перемешиваем все ингредиенты сначала ложкой. Затем взбиваем миксером на средней скорости где-то 4 минуты. Готовый крем выкладываем в кондитерский мешок. Собираем торт. Выкладываем первый корж на тарелку и хорошо пропитываем его апельсиновым фрешем. Теперь равномерным слоем наносим треть крема. Разравниваем лопаткой. Таким же образом поступаем с остальными коржами. Если вдруг отвалится небольшой кусочек, не беда. Кладем его на место и продолжаем работу. Теперь отправляем торт в холодильник для пропитки и стабилизации на пару часов либо на ночь. Достаем из холодильника. Я хочу подавать торт в форме нарезных пирожных, поэтому нарезаю их на порционные кусочки размером 3 на 11 сантиметров. Выкладываю на блюдо и украшаю. Можно просто посыпать орехами или измельченной крошкой. Я в качестве декора использую меренгу. Как приготовить, расскажу в конце видео. Нам нужны будут лишь сахар и белок. Отсаживаю небольшие башенки сверху на торте. Обрезки коржей измельчаю на блендере и посыпаю сверху на десерт.
Торт получается просто необыкновенно вкусным. Интересное сочетание влажных морковных коржей с нежным кремом и апельсиновой ноткой. Просто изумительный на вкус. Любопытство ради, угостите этим тортом гостей. Не говорите о его основе. Пусть сами угадают, из чего он приготовлен. Ваши отзывы жду в комментариях под видео. Обязательно приготовьте, вы точно не пожалеете. Всем приятного аппетита! Для приготовления меренги нам понадобится сахар и белок. Белки перед работой слегка взбиваем вилкой, соединяем с сахаром и отправляем на водяную баню. Тщательно перемешиваем, чтобы сахар растворился. Максимальная температура 60 градусов. Снимаем. Взбиваем миксером сначала на низких оборотах. Когда смесь начнет увеличиваться в объеме, увеличиваем скорость миксера до средней и продолжаем взбивать до плотного состояния. Должна получиться красивая, блестящая, плотная масса. Отправляем в мешок и украшаем десерт или отсаживаем безешки. Торт Наполеон – один из самых вкусных и любимых десертов в моей семье. Его приготовление не назовешь простым и быстрым, но результат, безусловно, стоит этих усилий. Торт получается изумительно вкусным, с тонкими коржами и нежнейшим заварным кремом. Для приготовления теста нам понадобится сливочное масло, либо маргарин, мука, вода, соль. Для заварного крема сахар, мука, яйца, молоко, сливочное масло, ваниль. Первым делом приготовим тесто. На рабочую поверхность высыпаем 3,5 стакана муки. Стакан у меня на 250 грамм. Муку предварительно просейте. Сюда же добавляем 300 грамм сливочного масла. Оно должно быть холодным. Рубим его ножом, периодически обмакивая в муку. Вместо ножа можно измельчить на крупную терку. Но мне такой метод больше нравится. Сливочное масло можно заменить на маргарин. Порубили масло мелко ножом, теперь можно перетереть его руками, чтобы не оставалось крупных кусочков теста. Собираем основу для теста в горку, делаем в ней небольшое углубление и выливаем небольшими порциями в центр ледяную воду. Перемешиваем, снова наливаем. Собираем тесто. Делаем это быстро, чтобы масло не подтаяло, иначе уже готовое тесто не получится слоеным и рассыпчатым, а будет жестким. Разделяем еще холодное тесто на 8-10 кусочков. Каждый кусочек теста подкатываем в шар и застилаем пищевую пленку. Отправляем в холодильник на 3-4 часа. Тесто это можно приготовить заранее и оставить в холодильнике на ночь, а раскатывать и выпекать уже на следующий день. Пока тесто будет остывать, приготовим крем.
В отдельной миске смешиваем стакан сахара и 4 столовые ложки муки. Торт по этому рецепту получается в меру сладкий. Поэтому, если вы любите, чтобы торт был послаще, можете добавить больше сахара. Ваниль. Много ванили в десерт не добавляйте, иначе будет горчить. В отдельной миске взбиваем 2 яйца и 4 желтка до однородной массы. Небольшими порциями добавляем муку с сахаром. Перемешиваем. Вот такая масса у нас получилась. Вливаем сюда 1 стакан молока и снова перемешиваем. Оставшееся молоко ставим на огонь и даем ему закипеть. Теперь тонкой струйкой вливаем массу из муки и яиц. Постоянно перемешиваем венчиком, чтобы не было комочков. Когда крем начнет закипать, выключаем огонь и добавляем 100 грамм сливочного масла. Тщательно перемешиваем, чтобы масло растворилось и равномерно распределилось в креме. Крем готов. Я накрываю его пищевой пленкой в контакт и даю полностью остыть. По истечении времени достаем тесто. Оно должно стать довольно плотным. Достаем по одному шарику, остальные возвращаем в холодильник. Я раскатываю сразу на пергаментной бумаге, щедро присыпаю мукой. Раскатываю толщиной 2-3 мм. В качестве формы использую миску диаметром 20 см. Учитывайте, что коржи во время выпечки уменьшаются в диаметре примерно на пару сантиметров. Остатки теста собираем, убираем в холодильник и потом из них мы будем выпекать еще дополнительные коржи. Тесто нужно хорошо наколоть вилкой, чтобы оно не сильно вздувалось во время выпечки. Выпекаем коржи в разогретой духовке при температуре 200 градусов до румяного цвета. Обычно на это уходит около 8 минут. Кстати, я использую один и тот же лист пергамента. Просто убираю готовый корж, вытираю пергамент сухой салфеткой и на нем же раскатываю тесто. Пока выпекается один корж, формируем другой. Вот такие румяные золотистые коржи у меня получились в итоге. Всего у меня вышло 12 коржей и чуть обрезков. Один корж я измельчу для посыпки торта, из остальных сформирую сам торт. Раскладываем коржи и на каждый кусочек я распределила по 3 столовые ложки крема. Примерно 5 столовых ложек крема я откладываю в отдельную тарелочку для финальной обмазки торта. Формировать Наполеон я буду в кондитерском кольце. Выкладываем по одному коржу, добавляем еще 2-3 столовые ложки крема и равномерно распределяем его по торту. Сверху выкладываем еще один корж, слегка придавливаем и повторяем так, пока все коржи у нас не закончатся. Все коржи промазали, накрываем сверху последним. Его кремом не покрываем. Слегка надавливаем на торт сверху, чтобы крем хорошо распределился. Можно сверху поставить небольшой груз и оставляем при комнатной температуре пропитываться на несколько часов.
Если вы любите хрустящий тортик, можете кушать его сразу же. Только нужно обязательно украсить. Достаем торт из кольца, обмазываем бока и верхушку торта остатками крема, который мы запасли. Обрезки измельчаем в кружку с помощью блендера либо скалки и посыпаем тортик. Готовый торт отправляем в холодильник на несколько часов, а лучше всего на ночь, для пропитки. Спустя указанное время достаем торт из холодильника. Нарезаем на кусочки и можем порадовать себя и близким изумительно вкусным тортом Наполеон. Он получается в меру сладким и в меру хрустящим. Друзья, если вы тоже любите домашние торты, ставьте лайк, готовьте по моим рецептам и оставляйте отзывы в комментариях. Если вы впервые на канале «Готовить просто», не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видеорецептах. Рекомендую посмотреть плейлисты «Торты» и «Сладкая выпечка». Сегодня у меня рецепт орехового торта Эстерхази с меренговыми коржами и небольшой прослойкой крема. Торт получается просто необыкновенный, очень вкусный, ароматный и сытный. Для его приготовления нам понадобится белки, сахар, миндальная мука, грецкие орехи, кешью, корица, соль. Первым делом подготовим орехи. Их нужно просушить в духовке или сковороде. Пробиваем блендером. Измельчаем орехи короткими импульсами, чтобы из них не выделилось масло. Крошка должна быть мелкой и сухой. Орехи для этого торта можно брать любые. Вот такого размера крошки будет достаточно. В отдельной миске смешиваем все сухие ингредиенты: орехи, миндальную муку, корицу. Все тщательно перемешиваем. Отделяем белки от желтков. Нам понадобится 240 грамм белков. Это примерно 6 яиц категории СО. При разделении в белок не должно попадать ни грамма желтка. Миска и венчик должны быть чистыми и сухими. К белкам добавляем щепотку соли. Взбиваем белок на средних оборотах до состояния мягкой пивной пены. Затем в несколько приемов добавляем сахар. Взбиваем до растворения сахара. Масса должна стать плотной и глянцевой. Берем подготовленные сухие ингредиенты и в несколько приемов вводим белки. Деликатно, осторожно перемешиваем, чтобы сохранить воздушность теста. Готовое тесто сразу же отправляем в кондитерский мешок. Из этого количества у нас получится 5-6 коржей диаметром 22 см. На пергаменте рисуем ровный круг, срезаем носик у мешка и отсаживаем бисквит тонким слоем по спирали. Отправляем в разогретую духовку при температуре 150 градусов на 20 минут. Бисквит готов, достаем. Сразу же снимаем пергамент. После выпечки коржи мягкие, но при остывании они станут твердыми и хрустящими. У меня получилось 6 коржей. Теперь займемся кремом. Для его приготовления нам понадобится молоко, 4 желтка, сахар, вареная сгущенка, сливочное масло, коньяк или ликер Малибу. Молоко отправляем в сотейник и нагреваем практически до кипения.
Тем временем взбиваем желтки с сахаром. Взбиваем до тех пор, пока сахар растает. Затем постепенно тонкой струйкой вливаем горячее молоко. Переливаем обратно в сотейник и ставим на маленький огонь. Варим не до кипения и не до загустения. Наша основная задача простерилизовать желтки. Прогреваем до первых пузырьков и убираем с огня. Крем немного загустеет, но, как видите, остается немного жидким. Накрываем пленкой в контакт и даем остыть до комнатной температуры. Сливочное масло следует заранее достать из холодильника. Оно должно быть мягким, чтобы на нем оставались следы от пальца. Вот так вот. Сгущенка тоже должна быть комнатной температуры. Взбиваем сливочное масло со сгущенкой. Крем остыл и, как видите, он остался довольно жидким. Постепенно вмешиваем заварную основу. В самом конце добавляем спиртное. Вот такой крем получился в итоге. Он довольно устойчивый, но в то же время и нежный, и очень вкусный. По 2 столовые ложки крема я раскладываю на 5 коржей. 1 оставляю без крема. 2 столовые ложки крема оставляю на боковую обмазку. Теперь собираем торт. Для этого я использую кольцо. Если нужно, чуть-чуть обрежьте коржи. Распределяем крем равномерным слоем. Последний корж выкладываем лицевой стороной вверх. Убираем торт в холодильник, чтобы все коржи пропитались. При желании верхний слой торта можно обмазать 100 грамм теплого абрикосового джема. Теперь приготовим верхний слой для покрытия. Нам понадобится белый шоколад, сливки, темный шоколад и грецкие орехи или любые другие орехи для обсыпки. Сливки и шоколад разогреваем на водяной бане или в микроволновой печи импульсами по 30 секунд, чтобы шоколад не свернулся. Черный шоколад разогреваем также в микроволновой печи и отправляем в кондитерский мешок. Достаем торт из холодильника. Снимаем бортики, предварительно пройдясь ножом по краю. Поливаем сверху ганаш из белого шоколада и распределяем. Спиралью наносим темный шоколад и зубочисткой рисуем паутинку. Сразу от середины к краюшкам, а затем наоборот. Теперь бока торта обмазываем остатками крема. Засыпаем ореховой крошкой. Орехи также просушила в духовке и измельчила блендером. Бока торта также можно украсить миндальными хлопьями. Отправляем торт снова в холодильник на пару часов, можно и дольше, чтобы хорошо охладился и стабилизировался, а коржи стали мягкими и нежными. По истечении времени достаем торт и режем на небольшие порционные кусочки. Он получился очень нежным, вкусным, с ярким ореховым вкусом.
Вкус этого торта напрямую зависит от орехов, которые вы будете использовать в приготовлении. Сегодня у меня для вас рецепт очень вкусного и ароматного медовика. Торт получается очень нежным, буквально тает во рту. Итак, первым делом приготовим медовые коржи. Для приготовления нам понадобится мука, сахар, яйца, мед, сливочное масло, сода. Готовить тесто мы будем на паровой бане. В кастрюлю с водой ставим миску. Воды должно быть столько, чтобы она не доставала до дна. В миску добавляем сливочное масло, сахар, мед. Отправляем на средний огонь, периодически помешиваем содержимое миски. Масса должна стать однородной, без комочков масла, и сахар должен полностью растаять. Выключаем огонь. Добавляем 1 чайную ложку соды и хорошо перемешиваем. Вместимое миски должно стать белее и подняться. Непрестанно помешиваем еще пару минут. Яйца слегка взбиваем венчиком и постепенно вводим в массу. Небольшими порциями добавляем муку. Сначала перемешиваем венчиком или лопаткой, затем руками. Тесто должно получиться очень мягким, не забивайте его мукой. Укутываем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 1 час. Там тесто наберется плотности и не будет липнуть к рукам. По истечении времени достаем тесто и делим его на 10 равных частей. Каждую часть подкатываем в шар и накрываем пленкой, чтобы тесто не заветрилось. Перед тем, как приступить к раскатке, включим духовку. Выпекать коржи для медовика нужно при 180 градусах. Берем кусочек теста, разминаем, кладем на припыленный мукой лист пергамента, раскатываем очень тонко, примерно 3 мм, почти до просветов, и так все будущие коржи. Вырезаем круг, у меня дно от формочки диаметром 22 см. Можно использовать также крышку или тарелку. Обрезки теста не убираем, они будут выпекаться вместе с основой и будут служить для украшения торта. Накалываем вилкой по всему коржу, чтобы тесто при выпечке не пузырилось. Отправляем в духовку. Выпекаем до золотистого цвета. Пока выпекается один корж, подготавливаем другой. Теплый корж довольно мягкий, пористый, легкий и нежный. Даем ему остыть на ровной поверхности, а затем складываем друг на друга. Прелесть этого торта состоит еще в том, что коржи можно испечь заранее, завернуть в пищевую пленку и хранить в прохладном месте 1-2 недели. Теперь приготовим крем. Мне очень нравится сочетание медовых коржей с ванильным кремом. Он довольно бюджетный и очень простой в приготовлении. Тортик получается очень нежным, мягким и вкусным. Для ванильного крема нам понадобятся желтки, сахар, крахмал, молоко, масло. Смешиваем желтки и молоко. Отдельно смешиваем сухие ингредиенты – сахар и крахмал. Теперь смешиваем все вместе и ставим на маленький огонь. Доводим до кипения, постоянно помешивая. Содержимое сотейника должно загустеть. Добавляем ваниль, убираем с огня, даем чуть остыть и добавляем масло. Пробиваем блендером, чтобы крем стал однородным.
Посмотрите, крем стал однородной текстуры, ровным и глянцевым. Хранится такой крем до 5 дней в холодильнике. Накрываем пленкой в контакт, даем остыть при комнатной температуре, затем убираем в холодильник. Теперь приступим к сборке медовика. Крем достаем из холодильника и разминаем с помощью лопатки. Греть его не нужно, просто хорошо перемешать. На блюдо, на котором будет торт, выкладываем полосы из пергаментной бумаги. На серединку капаем немного крема, чтобы торт не скользил. Выкладываем коржи и равномерным слоем наносим крем. Наносить крем можно с помощью кондитерского мешка, можно просто лопаткой. Не забываем покрыть кремом боковую часть торта, чтобы он равномерно пропитался. Обрезки от коржей измельчаем в мелкую крошку с помощью блендера или скалки. Наносим по всей поверхности торта. Осторожно вытаскиваем бумагу для выпечки. Отправляем торт в холодильник пропитаться минимум на 2 часа, а лучше на ночь. Готовый медовик получается очень мягким, сладким, с приятным запахом меда. Нарезается легко, как масло. Просто изумительный тортик. Друзья, оставляйте свои отзывы, задавайте вопросы. Если вам понравился этот рецепт, не забывайте оценить мой труд. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых видео. С вами была Неля. Всем приятного аппетита!